Приветствую всех, кто смотрит это видео. С вами Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. Прежде чем углубиться в изучение фаты еще дальше, хочу еще раз объяснить, что такое фата-вуаль на языке профессионалов и простым языком. Итак, фата-вуаль – это только двухслойная фата, выкроенная в виде круга или овала, то есть оба слоя у этой фаты, они краятся не по отдельности, а вместе оба слоя, они цельно выкроены в виде круга или овала, а отделяются друг от друга просто методом перегиба. Как это все происходит, вы видели в первых двух уроках. Если вы не видели, обязательно посмотрите, ссылки на эти оба урока будут под этим видео. Итак, оба слоя отделяются друг от друга методом перегиба. А на простом языке, на языке простого человека, на первый взгляд смотришь и как будто бы просто кусок фатина накинут невесте на голову. Да, могут быть кружева, может кружев не быть на фате, но так или иначе смотришь и вот просто как будто бы какой-то красивенький кусочек фатина, украшенный, наброшен на голову. То есть это взгляд обычного обывателя. Профессионально, как это я уже объяснила. Итак, для работы над этим видом фаты нам важно знать следующие параметры. Длину верхнего и длину нижнего слоя, это влияет на расход. По сути, расход, то есть отрез материала, который нам надо закупить, он равняется длине верхнего плюс длине нижнего слоя. И также нам важно понять, какой ширины нам нужен отрез. Вот о ширине мы сейчас еще поговорим. Обращаю ваше внимание на следующие виды фаты. Фата номер 1. На голове у невесты мы видим густую сборку, много-много сборочек из фатина. На голове в месте крепления, где крепится эта фата к гребню, а затем и посажена на голову. Фата номер 2. Здесь сборок нет вообще. И еще одна фата, фата номер 3. Здесь мы видим сборки, но их намного меньше, то есть их совсем незначительное количество по сравнению с фатой номер 1. Вот в зависимости от того, какой дизайн мы выбираем с наличием сборок или без сборок, и насколько сборки густые, будет зависеть ширина нашего отреза или ширина выбранной нами детали. И фата номер 1, и фата номер 3 – это обе фаты со шлейфами, и для обоих мы используем ширину 3 метра, и вообще и по длинам очень похожие параметры. Только для первой мы присбаривали 1 метр, у нас оставался на сборке 100 сантиметров, мы присбаривали до размера гребня, а для фаты номер 3 мы замеряем по тиаре сантиметровой лентой длину места соединения с фатой. Например, замерили, у нас получилось 20 сантиметров, умножаем полученную величину на 1,5. В данной ситуации, поскольку я взяла 20 сантиметров в качестве примера, у нас получается 30. Вот эти 30 мы присбариваем до 20. Как вы понимаете, сборочка будет очень незначительная. Если вы хотите менее густую сборку, значит сделайте менее густую. Если более, значит более. Мы всегда действуем по ситуации. Сложного ничего нет. Главное, чтобы вы сейчас уяснили сам основной принцип. А принцип заключается в следующем. При работе с минимальными сборками мы используем коэффициент. При работе с густыми сборками нас интересует длина верхнего слоя фаты. Если мы работаем не с тиарой, а с гребнем, то длина линии гребня, к которой мы будем пришивать нашу фату, она, допустим, у нас 8 сантиметров. Мы берем минимальный коэффициент 1,5. Умножаем 8 на 1,5, получаем 12. И вот эти 12 сантиметров мы откладываем на линии сгиба и присбариваем до 8 сантиметров, то есть до размера нашего гребня. И у нас получается самая минимальная сборочка. Если мы хотим другой коэффициент, допустим, не на 1,5, а на 2 умножить, у нас будет немножечко больше сборочка. Но для работы с густой сборкой нас интересует длина верхнего слоя фаты.
Для густой сборки мы используем, для самой густой сборки мы используем максимальную ширину нашего фатина, который нам доступен. На примере еврофатина это ширина 300 сантиметров, английский, французский фатины тоже есть в основном шириной 3 метра, то есть 300 сантиметров. И вот, допустим, на примере длины верхнего слоя 80 сантиметров, я сейчас показываю вам на мониторе 80 с одной стороны, напоминаю эту схему из первого урока, 80 со второй стороны. Из 300 вот эти 80 и еще раз 80 мы вычитаем, у нас остается 140 на присбаривании. То есть 140 мы стягиваем до длины нашего гребня. У нас получается густая сборка. Если вы собираетесь профессионально заниматься изготовлением фаты, вам обязательно нужно попробовать работать с шириной 3 метра, вам обязательно нужно попробовать работать с коэффициентами, и вам нужно попробовать изготовить фату без сборок. Хотя бы первые вот эти 3, а затем выбирать что-то промежуточное. Например, выбрать ширину не 3 метра, ширину материала, а, допустим, 2,5. И посмотреть уже непосредственно в своих руках, вот когда вы держите в своих руках готовое изделие, тренируйтесь только на том, что самое модное сегодня из материалов это еврофатин, и посмотреть в своих руках и иметь в своих образцах именно образцы ваших работ, чтобы вы понимали, в какой ситуации в дальнейшем вам поступать, и своим невестам могли предлагать ту или иную сборку. Ну, в общем-то, это мои рекомендации, а как поступать уже решайте вы сами. Хочу еще раз повторить то, что сказала в начале видео. Если вы не смотрели первый и второй урок, посмотрите обязательно. Я думаю, вам не все понятно из того, что вы видите сейчас, а непонятно, потому что у вас недостаток предыдущей информации. Первый и второй урок нужно посмотреть, желательно хоть как-то себе схематически законспектировать, и вы тогда будете во всеоружии. И затем уже просмотреть вот этот третий урок. Ну а на сегодня все. До встречи в новых видео.